Наша компания одна из первых частных бюро в постсоветской России. Она была организована в 1989 году. Начиналось с того, что мы проектировали дома в исторической среде Москвы, в историческом кварталах. Но за это время мы выросли и проектируем уже не только в Москве, но и по всей России, участвуем в конкурсах международных. И занимаемся и планами городов, и планами развития городов, в том числе, кроме еще зданий и общественных, и жилых. Мы живем просто с архикадом, потому что это наш основной инструмент. И без него, в общем-то, как без карандаша и бумаги, так и без архикада у нас, в общем, ничего получиться не может. Поэтому, насколько он помогает, он все время помогает во всем. Это наш основной инструмент. Как с бумаги мы перешли на архикад, и с тех пор мы все проекты делаем с гроссхоппером. Это очень перспективные технологии, которые мы собираемся у себя продвигать в бюро и использовать в работе все больше и больше. Когда я пришел, то в Остоженке уже, в нашей фирме, уже был архикад. Это были старые, тогда они были современные компьютеры Macintosh. И я архикад не знал совсем. И за несколько месяцев работы я, в общем, изучил, и мне это так понравилось, что я стал продвигаться быстрее других. Продвигал этот архикад, стали больше народу в нем работать. Я стал таким наставником в работе с архикадом. Когда я перешел с автокада на архикад, то разница была очень большая, потому что архикад уже имел человеческое лицо, то есть это уже были сразу не линии, дуги и какие-то чертежные примитивы, а логика была сразу понятна именно для архитектора. В этом проекте было несколько концепций, когда дошло время до того, как будут выглядеть фасады. Несколько концепций, и одна из концепций, что это будут разные дома, чтобы не создавалось ощущение комплекса единого. Другие варианты, это когда действительно было все в одном стиле. Была такая напряженная работа, потому что очень большой комплекс, и нужно просчитать эти варианты, простроить и подать заказчику несколько вариантов, а это довольно трудоемко и многодельно. Но был выбран в результате вариант с разной средой квартала, что, по-моему, хорошо. И сейчас это уже строится. Архикад представляет такие новинки в программе, которые, в общем-то, может быть, кажутся не так значительны, но в результате, когда ты начинаешь с ними работать, они оказываются довольно сильно глубокими и просто не необходимы. Ты потом уже не понимаешь, как же без этих новинок раньше мы работали. Конечно, эти свободные лестницы – это очень полезный инструмент. Давно его ждали, конечно, но потенциал у него очень большой. И, конечно, правильное развитие, то, что мне интересно, это связки с гроссхоппером, чтобы это как-то дальше развивалось, и BIMX.